Эй, привет всем! Я хочу сделать видео для вас. Оно будет немного долгим. Я расскажу о многих вещах, о ТВ-программах, что происходит сейчас в Дании, о последних днях, что происходит, потому что это не только в Дании, что мы сейчас видим. Я расскажу о последней неделе, через что я прошел и что Бог делает и говорит сейчас. Во-первых, я тут сижу в молитвенной комнате в Иисус-центре. Я тут просто мог посидеть в тишине и записать это видео. Во-первых, спасибо всем, кто за нас молился в последние недели и следит за последними днями безумия в Дании с гостелевидением и всем этим. Это очень помогает. Я могу сидеть здесь и улыбаться только потому, что Бог только что сделал что-то, чего я представить себе не мог. Потому что пару дней назад я не улыбался. Я реально почти был готов сдаться. Но вы, кто не знает, что происходит сейчас, я сделал видео об этом неделю назад, и мы были на телевидении. Там была программа из трех серий в самом большом телевидении на телеканале в Дании. И следующая серия, ее покажут на следующей неделе. Это было сумасшедшее время. И те, кто не знает о Дании, Дания — это очень маленькая страна с меньше чем 6 миллионов людей. У нас два главных канала ТВ, первый, второй, и я на этом втором канале. И это то, что обсуждают люди, это было большой сенсацией в Дании. Это крутят по новостям. Я был в новостях 3 раза, и в новостях была наша министр Дании, политик. Она обсуждала это по новостям, это мусолят газеты повсюду. Что происходит тут, в Дании? Это то, что... Я часть программы. Я думал, они сделают передачу обо мне и последней реформации, но у них была своя цель. Они делали программу о разных служениях, которые пошли ужасным путем, и они все это смешали тут. И я также увидел, что их цель — это бороться против христианства, чтобы запретить то, что мы делаем, молиться за людей, изгонять бесов. Особенно молиться за детей и изгонять из них бесов. Они начнут с этого. И для меня это стало очень очевидным в последнюю неделю, что мы живем в последние времена. Я никогда так не чувствовал это рядом. Я никогда не испытывал таких гонений до этого в моей жизни, в жизни моей семьи. И где начать? И если вы другое видео не смотрели на прошлой неделе, можете посмотреть. Первую серию показали, и я был в новостях, министр, политик была там, и говорила об этом. И потом была следующая серия. И во второй серии, когда я ее видел, я просто был подавлен. У них на самом деле получилось выставить меня в таком плохом свете, как они все это нарезали и соединили. Один раз у меня брали интервью и спросили: «Торбан, ты когда-нибудь изгоняешь демонов из детей?» И я говорю: «Нет». А потом показывают, как я молился за подростков многих, которые получали освобождение. И то, как они все это выставили, что я большой-большой обманщик. И меня так называют много раз в последние недели или последние дни. То, что я на самом деле сказала, это нет. Я не видел изгнания бесов из детей, как я это вижу со взрослыми, когда они падают, извиваются и говорят не своим голосом, потому что дети более невинны. Вот что я сказал. И когда люди взрослеют, они начинают открываться демоническому миру через секс, наркотики и оккультные вещи. Вот что я сказал, но это не то, что они показали. И то, как они все это нарезали, выставили меня на национальном ТВ как большого обманщика. В конце передачи показали трейлер следующей программы, где я говорю, что я никогда не запрещаю людям принимать таблетки. И потом кто-то, кто работал с нами, сказал обратное, что я отбираю таблетки у людей, и я разрушаю людей по всему миру, куда бы я ни приехал. Плюс был вроде как скрытый журналист, который снимал меня, и где выглядит, как будто я кому-то сказал выкинуть таблетки. И меня выставили
в худшем свете, еще один раз, как большого-большого обманщика. Когда я это увидел, я был просто подавлен. Я не могу описать, что я чувствовал. Единственное, почему я могу улыбаться сегодня, это то, что Бог пришел позже той ночью. Но я просто был сокрушен. Представьте, вас показывают по главному госканалу с доказательствами, что вы большой обманщик. Когда я это увидел, я просто... Мне конец. Это была моя жизнь в Дании. Это был конец. Это было такое ощущение. И моя жена начала плакать, и мы такие, что происходит? Я пытался, я реально пытался. Я старался быть примером. Я старался, реально. Здесь, в Иисус-центре, у нас есть много правил. Когда люди записываются на школу, мы должны молиться в согласии. И если кто-то скажет «нет», я скажу «да», я не просто продвигаю свою волю, потому что мы верим, что Иисус глава, и Он говорит со всеми нами. И я не хочу злоупотреблять властью. Это одно. И мы очень прозрачны об этом. Но другое — это финансы и деньги. У меня обычная пасторская зарплата. Я вожу обычную машину, я арендую маленькую квартиру тут, в маленьком доме. И я пытаюсь жить простой жизнью. Я стараюсь жить святой жизнью. Я стараюсь не злоупотреблять властью, деньгами, сексом, девушками, всем этим. Я верен моей жене. Мы стараемся. Я также с таблетками. Мы не отбираем таблетки у людей. Мы стараемся, потому что я видел многие другие служения в Дании сошли с пути. И вдруг меня очернили по полной программе. Это кошмар. Мы чувствовали подавленность, мы плакали и думали, это конец. Моя жена Лина сказала, нам нужно искать Бога прямо сейчас. И многие из вас молились за нас, многие ободряли нас, многие посылали Псалом 90, и читай это, и прочитай то, и спасибо за это. Это очень много значит. Но в то же время мы стоим там, и наш мир рушится. И меня показывают на госканале, в маленькой стране, как большого обманщика, и все обсуждают меня в газетах, это обсуждают политики, и все это. И нужно что-то больше. И Бог пришел. То, что произошло, это вечером Бог проговорил к нам о страданиях Христа, о том, чтобы принять участие в страданиях Христа. И я прочитал здесь из 1 Петра, тут написано вот, «Возлюбленные, не удивляйтесь тем тяжким страданиям, которыми испытывают вас, как будто с вами происходит что-то странное. Радуйтесь, так как вы приобщаетесь к страданиям Христовым, чтобы возрадоваться, когда откроется Его слава». И потом он говорит, что мы не должны страдать за неправильные вещи, но когда мы страдаем за правду, то это другое, это благословение. Я ощутил это. Это что-то, я ощутил это. Вечером я молился, я был подавлен. Я не знал, что делать. И вдруг Бог пришел. Что я ощущаю сейчас. И все в Дании меня обсуждают и думают самое плохое. Это несравнимо с тем, через что Иисус прошел. Он прошел через такое же. У него были близкие к Нему, кто лгал о Нем. Его люди высмеивали на публике, и надсмехались над Ним. Он ощущал, что я ощущаю сейчас, но еще больше. И это во мне что-то поменяло. Это было сильно. Я чувствовал Иисуса, я чувствовал, я понял, через что Он проходил каким-то образом. Я почти могу представить, как люди, которые были в армии, на войне вместе, у тех людей создались очень близкие отношения друг с другом, потому что они
прошли через страдания вместе, они понимают, что они чувствуют, что люди, которые не были на войне, не могут понять ту близость, которая возникает между теми, кто прошел войну вместе. И это то, что я ощутил. Что-то во мне поменялось, что-то произошло на этой неделе. Я немного познал то, через что прошел Иисус. Я почувствовал это, я ощутил это. И я в порядке. Я на самом деле в порядке. Это неописуемо. Но я был на телевидении. И через день после этого я посмотрел следующую серию. И я был на Гос-ТВ и смотрел ее. И когда я вошел, было очень странно, потому что я вошел, и они положили газету на стол и спросили меня: «Ты знаешь эту женщину?» Я говорю: «Нет». «Ты знаешь ее?» «Нет, я не думаю». «Ты молился за нее?» «Я не знаю, я много за кого молился. Но она не была в школе, я не сидел, не разговаривал с ней, и я не знаю ее». «Ты клал на нее руки, и она теперь психически больна, потому что ты возлагал на нее руки». Я думаю: «Что? О чем вы говорите? Это вообще не имеет смысла никакого. Что вы говорите? Вы не становитесь психически больным, когда кто-то положил на вас руки и помолился за вас. Мы молимся за людей по всему миру. В каждой церкви люди возлагают друг на друга руки и молятся за друга. Это часть того, чтобы быть христианином». И они просто продолжали спрашивать эти вопросы. И я такой: какая у них цель? Что они делают сейчас? Но я понял это позже, и я к этому вернусь. И это было странное начало. А потом я посмотрел передачу, которая выйдет на следующей неделе. Это ужасно. То, как они опять это нарезали. Там парень с другой страны, который психически нездоров, я сказал бы, устроил гонение на нас, который приехал и много лгал о нас. Я об этом позже расскажу. Парень, который в Фейсбуке под разными именами. Одно из имен вы, может, знаете, Оливия Теннабер. Может, вы видели это имя. Этот парень под этим женским именем теперь на датском ТВ распространяет много лжи обо мне. Это реально безумие, что происходит. И потом я смотрела программу, и там семья, с которой мы работали, и с ними было много проблем, и мы попросили их уехать, и теперь они тоже приехали на Госканал рассказывать много лжи обо мне и последней реформации. После этого они продолжили спрашивать вопросы о молитвах за людей и говорят: «Торбен, ты пекарь, ты не можешь молиться за людей. Кто тебе разрешил молиться за людей? Ты пекарь, у тебя нет никакого образования». И они продолжали, и Леба был со мной в комнате, он кричал: «В Библии написано, что мы должны это делать». И я думаю, что происходит? И мне вдруг стало все ясно. Это же не обо мне, это не об этой программе. Они хотят сделать это незаконным. Молиться за людей, особенно за несовершеннолетних. Они начнут с этого. Они хотят сделать это незаконным, если вы не в одобренной церкви, скажем так. Я знаю, это происходит в Болгарии сейчас. По закону они собираются в Болгарии. Если вы не зарегистрированы, если вы не под католической церковью, то вы не имеете права ничего делать. Вы незаконны каким-то образом. И много гонений на законных основаниях происходит в Болгарии сейчас. И это начинается в Дании прямо сейчас. И я посреди этого. Я прямо тут. И правительство встает и начинает говорить, что они будут отбирать детей из таких семей, кто впадает в крайности, и под этим имеется в виду молиться за больных, изгонять бесов. Это называется крайностью в Дании, это будет называться крайностью в Дании. Они хотят отбирать детей у тех, кто делает эти безумные вещи в послушании Иисусу, молится за больных, изгоняет бесов. И я это все увидел. И это стало так ясно. Я начал говорить с другими об этом, и с журналистами, и другими. Мы живем в последние времена. Сейчас это так ясно, что происходит. Они хотят поменять закон. Они собираются нас преследовать. И сейчас я думаю, где будет Дания через 5-10 лет? Если так продолжится. Да, я не знаю, что сказать. Эта неделя была кошмаром. В то же время, что я вижу в Дании, это то, что большая часть независимых церквей
Они такие: нет, нет, мы так не делаем. Они пытаются омыть руки, говорят: нет, нет, мы не изгоняем демонов из людей. Мы так не делаем. Нет, нет. И они от этого отмахиваются и говорят: нет, это только Торбаны, те ненормальные. Что-то в этом роде. Люди встают и говорят такое на телевидении. Но что также происходит? Я вижу, что многие христиане из этих церквей такие: но Торбан делает то, что мы должны делать. Что Иисус сказал? Он сказал: идите и проповедуйте. Эти знаки последуют за теми, кто будет веровать. Именем моим будут изгонять демонов. Почему вы обвиняете Торбана за то, что он изгоняет демонов? Потому что я был в этой пятидесятнической церкви 10 лет, и я никогда не видел ни одного изгнания демонов. И люди начинают просыпаться, и посреди этого шторма, самого ужасного шторма, меня выставляют обманщиком по госканалу. Мне пишут письма ненависти, как никогда в моей жизни. Люди пишут мне на Фейсбуке, оскорбляют меня, и просто сумасшествие. И пока я в этом шторме, они говорят о том, чтобы поменять закон, и в то же время происходит разделение в церкви, где люди устали от вялого христианства и смотрят на гонения и ложь обо мне и говорят: мы хотим такой жизни. Мы этого хотим. Мы хотим такую жизнь. Это кошмар. Что-то происходит в Дании, чего я никогда раньше не видел. Это очень, очень интересное время. Спасибо за молитвы обо мне. Это еще не закончилось. На следующей неделе я буду в этой передаче опять. Следующая серия, на самом деле, будет худшая для нас из всех. Нас очернят. И я не уверен, какой будет реакция, я не знаю. Я не знаю, что будет в будущем, но я не могу сейчас сказать больше честно, потому что я кое-что знаю. Но я должен быть осторожен с тем, что я говорю сейчас, потому что вы не единственный, кто смотрит это видео. Сейчас также много журналистов и других людей, которые смотрят меня прямо сейчас и следят за тем, что происходит в Дании. Поэтому я не могу сказать: подождем несколько недель, я выйду с деталями о том, что Бог делает. Но я должен подождать, пока, по крайней мере, следующая неделя не закончится. Продолжайте молиться за меня, продолжайте молиться за мою семью. Это трудно, это безумно трудно. Единственная причина, что я могу улыбаться, потому что Иисус здесь. Я Его вижу, я чувствую Его, я переживаю радость в Нем. И это реально. Я не притворяюсь. Это реально. Это реально. Я и представить себе не мог. Но в то же время это трудно. Особенно видеть, как это все публично, и все меня обсуждают. И люди больше мне не доверяют. И кто-то, кто не доверял мне раньше, говорят, что «О, я прав», и теперь доверяет мне. Это просто безумие. Спасибо за ваши молитвы. Извините, это беспорядочное видео, может, потому что... Да. Я скажу больше позже. Продолжайте молиться за нас, продолжайте молиться за Данию. Это не просто о маленькой Дании, это не просто обо мне, это о последних временах, в которые мы входим. Это о Европе, это о Христе и принятии участия в Его страдании и суде, который придет на церковь. Это разделит церковь в Дании, что сейчас происходит, на «за» и «против», разделит на баранов и козлов. Это реально интересно. Господь благословит вас, и вы можете задавать вопросы, я откомментирую, я сделаю видео, может, через пару недель, после того, как это будет немножко более тихо, и я приду в себя немножко и начну видеть лучше немножко. Пока.